Египтяне очень высоко ценили принадлежность к семье, и брак считали священным. Основу семьи составляли отец, мать и дети. Семья стремилась иметь как можно больше детей. Если у женатой пары не было наследников, супруги часто разводились. Иногда бездетные пары брали приемных детей. Согласно традициям, женщины пользовались достаточно большой свободой, в отличие от большинства других древних обществ. Египетские женщины могли иметь личную собственность, получать наследство, иметь рабов, оставлять наследство детям, самостоятельно обращаться в суд, вести какие-то дела и работать за пределами дома, а также могли жить одни, без опеки мужчины. И все же жизнь египетских женщин была не такой уж легкой. Девочек отдавали замуж в 12-14 лет, то есть как только они достигали детородного возраста. Многие дети умирали в младенчестве, поэтому для женщин было важно родить как можно больше детей. Брак являлся соглашением между мужчиной и женщиной жить вместе и иметь детей. Официальных церемоний бракосочетания не существовало, разводы и повторные браки разрешались. За супружескую измену жестко наказывали, особенно женщин. Полигамия, когда у одного мужчины несколько жен, допускалась. Но на практике только очень богатые мужчины могли позволить себе иметь несколько жен. Для среднего работающего мужчины полигамия была не по карману. Замужних женщин называли хозяйка дома. Она ухаживала за детьми, готовила еду, носила воду, молола зерно, пекла хлеб, варила пиво, пряла и ткала, шила, штопала одежду, ухаживала за святилищем местных богов и богинь. Богатые женщины руководили многочисленными слугами. Беременность и рождение ребенка представляли серьезную угрозу для здоровья матери, так и ребенка. Врачи мало чем могли помочь. Беременные женщины читали магические заклинания и молитвы, подносили жертвоприношения богу Бес, богине Таверет и Баст, носили защитные обереги и амулеты. Женщина рожала, сидя на корточках и стоя на коленях. Ей помогала повивальная бабка. После родов женщина с ребенком уходила на несколько дней из дома в специальную родильную палатку для очищения. Подобная практика до сих пор существует во многих странах. Развод в Древнем Египте. Но если семья все же не сложилась, то как развестись? Египтяне поняли, что хуже бракоразводного процесса только сам неудачный брак, поэтому упростили все до предела. Достаточно было сказать, что уходишь, забрать вещички и дело в шляпе. Вероятно, такая легкость останавливала многих, делая их более лояльными по отношению ко второй половинке. Никаких поводов для развода не требовалось. Дети после развода оставались с матерью, а ее бывший должен был продолжать обеспечивать свою бывшую с детьми до той поры, пока та не найдет себе нового спонсора. Откуда он будет брать эти деньги, никого не волновало. Что до разведенки, то в Египте этим никого не попрекали. Единственное, что могло помешать женщине снова вступить в брак, это наличие большого числа детей. Но в целом разводов было немного, поскольку эта система складывалась не годами и не десятилетиями, а многими веками. Оттого и семья в Древнем Египте при всей их свободе была почти так же крепка, как их пирамиды. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, выскажите свое мнение в комментариях и не забывайте жать колокольчик.